Всем привет! Сегодня будет вводное видео насчет монгольского кашемира, какие бренды его производят и где его можно купить. Монгольский кашемир считается одним из лучших кашемиров в мире из-за... у- Монгольский кашемир считается одним из лучших в мире из-за уникального экстремального климата и из-за ручного сбора. Но помимо кашемира также есть изделия из пуха яка, который ничем не уступает кашемиру. Единственное, по моему мнению, кашемир, он более тоньше, а як, он более плотнее и грубее. Еще также есть изделия из овечьей шерсти, такие как носки, варежки, жилетки, гольфы, гетры. Такое мелкое, да? Мелкие изделия. Но для более крупных изделий овечью шерсть смешивают с шерстью того же яка, с тем же кашемиром, с верблюжьей шерстью. Сейчас я сама стою, у меня кашемировая водолазка, которая куплена здесь, колготки с кашемиром, привезенные из России, еще в магазине Кальцедония куплены. Как бы уже это, да, согревает. Теперь давайте пройдемся по брендам кашемира. Конечно, самый крупный бренд это Гоби Кашемир. Также есть Евсек, Ханбокт, Бодиус, Нирун. Гойо и очень много еще мелких производителей. Где купить монгольский кашемир? Конечно же, крупные бренды имеют свои фирменные магазины. Нам сегодня не дают снимать. Крупные бренды имеют свои фирменные магазины, где вы можете не только купить кашемир, но и записаться на экскурсию по производству кашемира. Также в каждом торговом центре будет небольшой, но отдел кашемира, где вы можете все купить. Привет. Также в любом торговом центре будет небольшой, да, отдел с кашемиром. Самые туристические места это центральный универмаг. Поднимаетесь на третьем этаже, весь третий этаж это магазины кашемира. Что у нас еще есть? Вот недавно я снимала ролик, куда сходить с детьми. Там я тоже показываю, что в торговом центре Сайолш тоже есть пятый этаж. Это тоже можно купить кашемир. Можно поехать на рынок Нарантул. Есть целый ряд кашемира. Напротив рынок Дуджингараф. Тоже там есть даже, по-моему, нет, один ряд, да, кашемира. Я не помню, какой он по счету, но я помню, что был налево. На Дуджингараве производители, они не крупные, но очень хорошие, качественные вещи, изделия продаются там. Хочу сказать, что цены, в принципе, на кашемир везде одинаковые. Ну, может быть, в Гоби будет чуть-чуть подороже все-таки, потому что это такой крупный магазин, это все-таки туристический магазин. Цены могут немножко быть выше. Вы не думаете, что... Это надо заканчивать. Не. А как ты начал фразу? Я просто тоже не понимаю. Скажи сама. Давай, стой. Давай ты будешь записывать диктофон, в ухо вставлять наушник. Давай. Хочу вам сказать, что цены, в принципе, во всех магазинах, они будут одинаковые. Если вы приехали ненадолго в Монголию и у вас нет времени пойти в фабричный магазин, то хочу вам сказать, что цены от фабричного магазина и в центре города, они не будут отличаться. То есть есть магазин Гоби в центре, возле площади, и есть Гоби, который находится на... И есть Гоби, который находится на окраине. Цены будут одинаковые в них. Единственный какой плюс в большом магазине, что там очень много товаров может быть со скидкой, которые, допустим, последний размер или старая коллекция. Ну, в этом плане больше выбора. Еще все в основном производители делают скидки на большие праздники, такие как здесь. Вот сейчас будет перед Новым годом скидка, на Надам будет скидка, на Цагансар будет скидка всегда. Так что если вы вдруг приезжаете в Монголию
на эти праздники стоит смысл сходить купить себе кашемира. Теперь у вас есть небольшое представление о монгольском кашемире. Я хочу сделать теперь серию видео про каждый магазин отдельно. Также я хочу съездить именно в фирменные магазины, такие как Евсек, и Гоби, и Бодиус. И, может быть, я где-нибудь даже запишусь на экскурсию по производству кашемира. Также хочу вас познакомить с двумя крупными магазинами по производству чулочно-носочных изделий из монгольской шерсти. Про эти магазины очень мало информации. Практически, наверное, никто не снимает, но я, по крайней мере, не видела. Эти два магазина называются Тод Оймс и Янмал. В этих магазинах продают носки, варежки, перчатки, гетры, наколенники. Что еще может продаваться? Такие мелкие изделия. Носки очень хорошего качества, потому что мы сами пользуемся такими носками. Я только покупаю либо в Тоде, либо в Янмале. Если, кстати, вот идея, если вы приехали в Монголию и хотите какие-то привезти памятные подарки, сувениры, обязательно купите шерстяные носки. Носки делаются из шерсти овцы, шерсти верблюда, из кашемира. Кашемировые носки будут, правда, чуть подороже стоить, но из овечьей шерсти, в принципе, по доступной цене. До этого я говорила, что есть изделия из кашемира, а есть изделия из шерсти яка. Кстати, вот магазин Янмал, он продает изделия из шерсти яка. Есть там кофты. Кофта, кстати, недорогая. Женская кофта стоит 4000 рублей. Это то, что я сейчас помню. Сейчас я хочу начать съемку именно вот с этих двух магазинов, чтобы вы знали, что существуют такие магазины и что в них можно пойти купить сувениры и подарки из Монголии. А теперь про эти два магазина Тод и Янмал смотрите в следующем видео. Поехали! Наконец-то свершилось чудо. Я иду снимать про магазины Янмал и Тод. Поняла, что на просторах Ютуба вообще таких роликов нету. Все, разрешили мне поснимать. Значит, Янмал. Магазин. Очень мне нравится. Покупаю носки. И ХБ. И шерстяные. И кашемировые. Блин, думала, что я на камеру нажала, а я не нажала. И почти не сняла кадры, как я покупку оплачивала. И вышла на улицу, чек показывала. Просто так, проговорила. Блин, давай. Так, теперь мы пришли в Тод. Здесь он такой небольшой. Честь. Есть перчатки еще есть. Перчатки где? Покажи, где перчатки. Вот у меня помощник какой растет уже. Ого, нашел, молодец.